Если кто-то может вам снова напомнить, это не лекция. Лекции подразумевают выражение, передачу инструкций, информации и руководства. Поэтому это не лекция. А просто мы вместе собираемся совершить путешествие. Обширный мир психики. Психологическое пространство. Несмотря на то, что было сделано много описаний, и исследований в этой области до определенной степени. Но в этих беседах, если позволено напомнить вам, мы собираемся вместе, как двое друзей, пойти в далекое путешествие в сферу психологических состояний, если у нас будет время, если мы сможем дойти до самого конца, не останавливаясь на середине того, что нам нравится или не нравится. Надо пройти этот путь до самого конца вещей. Мы также говорили, что мысль сделала наиболее невероятные вещи в мире, в техническом мире. Нейтронные бомбы, ракеты, компьютеры и вся сфера коммуникации, быстрое передвижение и так далее. Мысль ответственна за все это. Также грандиозная хирургия, медицина и здоровье, если это возможно, и так далее. Но мысль также породила и войны. Возможно, за последнее столетие мы пережили 2 ужасные войны, которые также являются результатом мысли, так как мысль делит человечество географически и национально. Мысль также разделила людей, мир, на христиан, буддистов, индусов, мусульман. И как мы уже говорили, и где есть разделение между американцами и русскими, европейцами и южноафриканцами и так далее, то должен быть конфликт, должна быть война. Люди убиваются тысячами. Убийства продолжаются на протяжении 6 исторических тысячелетий. Практически каждый год идет война. И в течение этих 40-50 тысячелетий в этой длинной цепи эволюции люди не перестали убивать друг друга или разрушать природу, особенно сейчас.
Мысль не породила природу. Тигра, волка, удивительных деревьев, цветов. Но мысль создала разделение между мужчиной и женщиной. Хотя биологически они различны, мысль вносит в их отношения громадный конфликт, недоразумение, ссора, споры, антагонизм, ненависть. Таким образом, мысль развивает конфликт в мире не только внешне, снаружи, но и внутри всего психологического мира, что гораздо важнее понять, чем реорганизовывать внешние структуры общества. Общество — это то, что мы сделали сами, нашей жадностью, нашими амбициями, продажностью, конкуренцией и всем остальным. Таким образом, мы создали общество, которое разрушается, становится опасным. Как и мы, живые люди, дегенерируем, становимся опасными. Убийство, похищение, терроризм царят в мире. Мы вошли в это вчера. И также сказали, что мысль, мышление ответственны за религиозные деления, на христиан с их подразделениями. Мысль ответственны за все то, что есть в храмах, церквях, мечетях. Мысль есть результат памяти. Если бы не было памяти, не было бы и мышления. Память базируется на знании и опыте. Но нет полного опыта о чем-либо. Всегда есть что-то еще. А где есть еще, там есть мера. А мера никогда не бывает конечной, полной. Итак, знание ограничено. Сейчас и всегда в будущем. Вы можете пополнить, расширить. Но само это расширение ограничено. Значит, и мысль ограничена. И будучи ограниченной, как эгоизм, эгоцентрическая деятельность ограничена. Поэтому мысль, что бы она ни делала, неизбежно должна создавать конфликт. Потому что все, что ограничено, любая концепция, будь то религиозная, будь идеологической, любой идеал, всегда будут ограничены. И поэтому это должно вызывать громадный конфликт между людьми. Мы говорили об этом вчера. И мы должны продолжить путешествие вместе, как двое друзей, которые озабочены развитием жизни, надо найти для себя, без авторитетов гуру и всей этой ерунды, найти для себя
Образ жизни, который есть искусство. Искусство, которое создаст в людях бесконечное спокойствие, любовь. Это и есть искусство жизни. Эти двое друзей, вы и рассказчик, идут в далекое путешествие вместе. Вместе. Пожалуйста, имейте это в уме постоянно. Он не рассказывает для своего собственного удовольствия. Иначе он мог бы это сделать в своей комнате. Но как двое друзей исследуют осторожно, без каких-либо предубеждений, скептически, сомневаясь, спрашивая, исследуют и наблюдают объективно, без всяких предубеждений, вместе. Потому что нам не безразлична наша собственная жизнь. Это исследование в области психики не эгоистическая деятельность, не поощряет и не расширяет эгоистическое движение. Наоборот, как в религии и в образовании, повсюду в мире эгоцентричная деятельность развивалась. Христиане верят в душу, отдельную от всего человечества, так же, как и индусы, со своим атманом и так далее. Этот сильный акцент на индивидуальность принес большой вред, большую конкуренцию, жестокость. Поэтому надо вам и рассказчику, надо спрашивать обо всем этом. Являемся ли мы индивидуумами? Или мы разделяем общее человеческое горе, страх, удовольствие, тревогу, депрессию. И страх неизвестного, смерть. Это общая участь каждого человека на земле. Каждый человек на этой земле выдумывает своих собственных богов, надеясь таким образом получить своего рода гарантию безопасности, выход из страха. Каждый молится по-своему об окончании собственных трудностей, собственной боли и тревоги. Это доля всех людей. Не ваша, как американцев, или итальянцев, или русских, или англичан, или индийцев. Но это разделяет каждый человек на земле. Вы можете интеллектуально, мой друг, принимать логику этого. Но что такое логика?
Это просто поверхностно. Но кто на самом деле, в своей крови, в своем существе, чувствует правду того, что наше сознание разделяется всем человечеством, вы можете верить в какого-то Бога или в какого-то Спасителя и так далее. Но эта вера, верование разделяется каждым человеком. Верить во что-то. Поэтому вы человечество. Это великая правда. Это великое что-то, когда кто-то фактически в своем сердце, в своей крови, в своих внутренностях осознает это. Тогда мы будем думать о мире абсолютно по-другому. Убить другого значит убить себя. Ненавидеть другого значит ненавидеть себя и так далее. И вместе вы, рассказчик, начали путешествовать. И мы должны исследовать, что такое дисциплина. И что такое парапсихология? Многие люди озабочены парапсихологией, оккультизмом, чтение мыслей, пробуждение кундалини. Вы слышали обо всем этом, не так ли? Люди отправляются в Индию для того, чтобы узнать, или в Тибет, если вы можете добраться туда, но это уже невозможно. Или отправляются в Японию, чтобы выяснить, и прочая ерунда. Рассказчик с детства был вовлечен во все это. Простите меня за личное упоминание. Он знает очень много об этом. Но все эти вещи выглядят как приятный день или прелестный полдень, который проходит и не имеют никакого значения. Что важно, наиболее существенно, не эти таинственные вещи, которые совсем не таинственны. Если кто-то чувствителен, как физически, и имеет очень-очень спокойный, безмолвный ум, мозг, тогда все возможно. А то, что возможно, можно понять и превзойти. Но узнать то, что вне времени, что вне измерения, намного более важно, чем предаваться этим несерьезным вещам. И также мы должны поговорить вместе, что такое дисциплина. Почему в людях все больше и больше отсутствует чувство порядка? Пожалуйста, это не проповедь, которая становится скучной. Рассказчик не говорит вам, что делать или что думать, но наблюдать вместе.
Видеть вещи так, как они есть, а не так, как вы или рассказчик хотят. Видеть точно, правильно, прямо. Вещи, как они есть. Мы живем в очень беспорядочном мире, хаотическом, противоречивом, жестоком мире. И это результат длительной, 40 тысяч летней эволюции. Мы пришли к этому хаотическому состоянию. И наблюдая это, мы спрашиваем, что есть порядок? Есть какой-либо порядок вообще? Или человек должен вечно жить в беспорядке, не только внешнем, но и внутренне. Беспорядок, кажется, наша участь. Думать ясно, объективно, кажется почти невозможным. Потому что каждый из нас хочет своего порядка, ищет своих достижений, достижений собственных амбиций и так далее. Итак, что такое порядок? И каково отношение этого к дисциплине? Слово «дисциплина» этимологически значит «ученик», кто учится. Это идет от слова «ученик». Ученик — это тот, кто учится, не приспосабливается, не повторяется, не повторяя лозунги, но находясь в постоянном учении. Итак, что мы подразумеваем под учебой? Когда вы ходите в школу, колледж, университет, вы учитесь из книг от профессоров, учителей и запоминаете. Эта память необходима до определенной степени. Получить отпуск, работу. Каждый использует эту память либо умело, либо неряшливо. Таким образом, учение, насколько мы его понимаем, собственно, значит запоминать. Если вы читаете книгу о математике или компьютерах, или о чем угодно, запоминаете и отсюда действуете. Так это становится механическим. Поэтому является ли это учебой? Пожалуйста, исследуйте с рассказчиком. Он спрашивает друга, который идет рядом, путешествует с ним вместе. Он спрашивает его, что значит на самом деле учиться? Это просто действие памяти, накопление множества информации, знания о различных предметах, которые имеют свой собственный порядок, свою собственную дисциплину. Gradually, the brain follows certain categories. И постепенно мозг следует определенным категориям,
определенной колее. And so, those groups and categories of Таким образом, specialization эта колея и категории, become a специализации means of accumulating knowledge становятся средством memory накопления знаний, and operating памяти from that memory. и действий, исходя из этой памяти. This is what we call learning. Это то, что мы называем учебой. But learning is also implies a constant movement. Но учеба также подразумевает постоянное A движение. brain that is not only burdened with knowledge of Мозг не только нагружен знаниями математики, географии, истории или знаниями о компьютерах и так далее, the brain но также must be active, мозг должен быть активным, inquiring, questioning, должен doubting. исследовать, задавать вопросы, сомневаться. And through this process, И в этом процессе there is never никогда I'm finding the right word. я подыскиваю правильное There is слово. never static state. Никогда не бывает статического состояния. Knowledge becomes static Знание становится статичным, when you have accumulated a great deal. когда его накапливается слишком много. It becomes repetitive, static. Оно становится повторяющимся, But статичным. learning is a movement, Но учеба — это движение. and therefore it's never static. И поэтому всегда подвижно, оно живое. This, one must understand this very carefully. Это надо понять очень внимательно. Each one of us, Потому the что self, каждый the из нас, me, the persona, я, личность, what you will call, what you like, whatever name you give любое to the название, psyche, которое вы дадите психике, is a bundle of memories. это связка воспоминаний. We may think we are great spiritual entities. Мы можем думать, что мы великие духовные существа, боги или все прочее. Но это все равно память. Мы связка воспоминаний. And to that memory we are adding all the time. И к этой памяти мы добавляем все время. But the essence of it is static. Но сущность ее неподвижна. But whereas learning, Но когда учеба, not merely accumulating knowledge, это не просто накопление moving further знаний, away from knowledge, а движение от знаний. is the act of learning. Постоянное движение и есть процесс That учебы. learning brings its own discipline, which is to Эта учеба order. приносит свою дисциплину, что и является Therefore, порядком. order is a living thing, Поэтому порядок — это живая вещь. not conformity, pattern, following a pattern. Не приспосабливаться, не следовать Which образцу. doesn't mean that you change from day to day to day. Однако это не значит, что вы меняетесь изо дня в Going день. after various Это fads. то, что вы делаете, гоняясь за различными причудами. But learning implies tremendous observation. Но учеба предполагает громадную наблюдательность, Observation without motive. наблюдение без мотива. The moment you have motive, В it тот is момент, that когда у вас motive есть побуждение, это побуждение уже because статично, that motive is born out of memory. так как это побуждение рождается из памяти. I hope my friend is following all this. Я надеюсь, мой друг следит за всем этим. If not, he says, Если I нет, don't он understand говорит, what the devil you're talking about. он говорит, я не понимаю, что за чертовщину ты несешь. We all live by motives. Мы все живем побуждениями. Sexual motive, Сексуальные motives of побуждения, pleasure, побуждение удовольствия, wanting, побуждение желания, удовлетворения, achieving достижения, illumination, you know, достижение enlightenment, просветления. all that. Вы знаете, We что live такое by просветление? And you Мы are живем saying побуждениями. either А вы говорите что-то, true or utterly nonsense. что-то здесь либо правду, либо совершенный вздор.
Слово побуждение, корень этого слова — двигаться. Двигаться не в определенном направлении. Не исходя из эгоцентрического желания. Это становится трудным. Побуждение предполагает, как мы сказали, побуждение рождено из памяти. Правильно? Потому что я хочу что-то, чего мне не хватает. Правильно? Это одна из форм побуждения. Я хочу достичь славы, появляться в чертовых газетах, быть хорошо известным, могущественным, состоятельным. Каждый хочет, чтобы говорили: вы удивительное существо. Это побуждение. Это побуждение, которое есть проекция нашей памяти и желания. Поэтому эта память ограничена и, следовательно, неподвижна. Правильно? Вы поняли, мой друг? Он говорит: продолжайте, я улавливаю то, о чем вы говорите. Но возможно ли это, он спрашивает? Жить и жить так, жить так, чтобы постоянно учиться, до тех пор, пока вы не достигнете такой точки, где нет учебы вообще. Потому что же учить? Кроме математики, инженерии, науки и так далее. Техническое учение. Кроме всего этого, что надо учить? Пожалуйста, вы понимаете, идите медленно, мой друг. Он говорит мне, рассказчику: идите медленно, я не могу. Мой мозг не работает так быстро, как ваш. Это форма лести, на которой рассказчик не опускается. Он говорит: объясните немного больше, потому что мы говорим о порядке. Этот порядок надо понять и жить в нем. Не просто интеллектуально понять, а жить с ним в повседневной жизни. Этот порядок приходит только, когда статическое движение «я», как памяти, со своим побуждением больше не действует. Потому что «я» — это связка воспоминаний. Я рассказываю другу. Если вы следите сами, вы видите, что вы не что другое, как связка воспоминаний. К ним можно добавить много еще, но это по-прежнему память. И поэтому она ограничена. И потому неподвижна. А все, что статично, должно создавать конфликт с теми вещами, которые двигаются. Итак, выясните. Рассказчик говорит другу: выясните, можете ли вы жить без побуждений и тем не менее учиться все время. До тех пор, пока вы не достигнете такой точки, когда уже нечему будет больше учиться. Мы войдем в это сейчас.
так, чтобы присутствовал полный порядок. Order for most of us means conformity. Порядок для многих из нас означает соответствие, повторение, adjustment. Приспособление. Always from a center, adjusting. Всегда приспосабливаться. So order is a living thing. Но порядок — это живая вещь. Not a blueprint. А не отпечаток. And that order И этот порядок brings an extraordinary sense of stability. приносит необычайное чувство стабильности, Gives great strength, дает громадную силу, from which, as the earth, from which trees, everything из которой, grows, как земля, из которой this sense of деревья, great stability, все растет, приходит это чувство громадной стабильности, from which силы, every other thing can flow. и все, что угодно может расти из этого порядка. Итак, мой друг говорит, все это звучит прекрасно в словах, но я не ухватываю вполне то, о чем вы говорите. Я это смутно понял. Но, возможно, я когда-нибудь пойму это. А рассказчик говорит, вы не сможете ухватить это когда-нибудь. Или вы поймете это сейчас. И если вы не понимаете это сейчас, вы не поймете это завтра. Потому что сейчас это время. Сейчас содержит все время. Прошедшее, настоящее и будущее. Да? Какие вы сейчас, такими вы будете завтра. Если, конечно, вы не изменитесь радикально сейчас, вы будете будущее такое, какое вы сейчас. Это так очевидно. Таким образом, будущее есть настоящее. Настоящее есть прошлое. Итак, настоящее содержит в себе все время. Тогда мой друг говорит, я буду думать об этом, и, возможно, постепенно пойму это. Это значит, тогда он просто откладывает, не придает значения всей полноте настоящего. А сейчас, с его вниманием, и есть порядок. Итак, давайте пойдем дальше. Мой друг спрашивает, почему я всю жизнь искал удовольствие? Удовольствие, кажется, самая важная вещь в жизни. Что плохого в удовольствии? Почему люди гоняются за ним постоянно? Удовольствие секса, удовольствие обладания, наслаждение власти, славы, известности, наслаждение от написания книги. Она может быть неудачной. Люди могут не покупать ее, но само удовольствие написания. Удовольствие, кажется, общая участь человечества. А почему? Почему оно стало таким важным? Пожалуйста, спрашивайте. Рассказчик говорит своему другу, спрашивайте
Не говорите, да, я должен иметь удовольствие. Мы все живем удовольствиями. Fulfillment, gratification, achievement. Исполнение желаний, удовлетворение, достижение. Это различные формы удовольствия. Но почему мы цепляемся за это? Мы вечно гонимся за этим. Мы принимаем наркотики, алкоголь, со всеми их тяжелыми последствиями. Но это приятно. Непосредственность удовольствия. Вы понимаете? Не отсрочка удовольствия. Правильно? То есть, когда удовольствие сейчас, в эту секунду, нет вмешательства и интерпретации мысли. Удовольствие в ту секунду, когда есть удовольствие, затем несколько секунд позже мысль рождает образ этого удовольствия, этого ощущения, и затем ищет его опять. Правильно, мой друг? Вы понимаете это? Итак, мысль опять рождает образ этой секунды, когда вы видите необычайную красоту заката, золотой свет вечера, великая красота, безмолвие заката, на фоне зеленых лугов, что так редко бывает. Есть непосредственное восприятие этого. И затем мысль говорит, как удивительно это было, как прекрасно, как необычайно жизненно. И мысль создает образ, и на следующий день хочет этого опять. Правильно? Таким образом, понять мысль, мышление становится чрезвычайно важно. Страх – один из факторов нашей жизни, подобно удовольствию. Возможно, страх – больший фактор, чем удовольствие. Страх не иметь удовольствия. Итак, мой друг говорит, можем мы рассмотреть вопрос страха. И также исследовать, он говорит, может ли он когда-нибудь закончиться? Или страх – вечное бремя человечества? Таким образом, вместе, мой друг, мы собираемся выяснить. Не рассказчик собирается обучать, а вы следовать. Что было бы незрелым ребячеством, но скорее вы вместе, вы и рассказчик, рассмотрим вопрос страха. Человек жил в страхе тысячи лет. Страх перед природой, грозой, боязнь темноты, боязнь самой жизни, боязнь вашего соседа, мужа или жены,
боязнь не достигнуть, боязнь быть неудачником, особенно в этой стране, где успеху поклоняются. Разве не все вы хотите успеха? Конечно, мы все хотим. И большинство из нас, к счастью или к несчастью, не слишком удачливы, исключая, возможно, нескольких политиков и гуру, которые зарабатывают деньги своей чушью, и евангелисты и так далее, и так далее, и так далее. Думали ли вы когда-либо, что католический мир — это самые реалистичные люди на Земле? Они владеют громадным количеством земли во всем мире. И достижение, успех, страстное желание быть любимым, и узнать, что вас не любят, и страх, и горечь, тревога и ненависть. Так мы вместе должны войти в вопрос страха. Не просто объяснение, описание, которое очень обманчиво. Люди обычно захвачены описаниями и объяснениями и никогда не достигают корня страха. Мой друг говорит, давайте доберемся до корня, потому что я сыт по горло объяснениями. Я могу пойти к психологу и все прочее. Но эти объяснения не искореняют из меня чувство страха. Итак, если мы не войдем в это очень глубоко, то просто объяснения будут мало стоить. Чувство этого, качество этого, структура этого. Потому что там, где есть страх, там вечный поиск безопасности. Страх создает всех богов и всех спасителей земли. Человек, который не имеет страха вообще, как биологически, так и психологически, для него нет Бога. Потому что в этом сущность религиозного разума. Мы подойдем к этому позже. Итак, вместе давайте выясним, что такое корень страха. Можете вы выяснить это? Или рассказчик должен выяснить и рассказать вам об этом? Что означает, является ли ваш мозг, рассказчик спрашивает своего друга, является ли ваш мозг достаточно активным, пылким, имеет энергию, чтобы выяснить? You're merely verbally wanting something to find out. Или вы просто на словах хотите что-то узнать? But if you have that intensity to find out, но если в вас есть эта интенсивность познания, то мы войдем вместе в это. Time is a factor of fear. Прежде всего, время — это фактор страха. Time as yesterday, время, как вчера, of which we know, о котором мы знаем, yesterday's memory is stored in the brain, потому что вчерашняя память откладывается в мозгу, tomorrow is uncertain. А завтра ненадежно. Tomorrow may extend 1,000 tomorrow. Завтра может включать 1000 завтра. But tomorrow is uncertain, therefore there is завтра ненадежно, поэтому есть страх. I might lose
Я могу потерять. I might not gain. Я могу не получить. I might find myself lonely. Я боюсь одиночества, Desperate, anxious. безнадежности, забот. So, time as a factor of fear is obvious. Поэтому время, как фактор страха, это очевидно. So what is time? Поэтому что такое время? Why is it that time has become so important in our life? Почему время стало таким важным в нашей жизни? Time to learn a language, Время учиться языку, time to get engaged to a woman, время увлечься женщиной, time to become an expert in something or other, время стать знатоком в том или time другом, to write a letter. время писать But письмо. computer is going to take away your time too. Но Because it компьютер can также do things собирается so забрать ваше extraordinarily время, rapidly. потому что он может делать все гораздо I do быстрее. not know if this is the moment to talk about the Я не computer. думаю, время ли сейчас говорить о Perhaps we компьютере. will, because it's rather interesting. Возможно, мы поговорим, потому что это весьма интересно. We've been talking to the experts about it, Мы говорили об этом с экспертами, specialists who are producing computers. специалистами, которые выпускают компьютеры. They can do almost everything that man Они can могут do, делать все, что делает человек, except perhaps be affectionate to another. исключая, возможно, быть нежным к другому. Compose, you can, Он может etc. сочинять, No, but I won't go into it. он может всякую всячину, я не буду вдаваться в это. It can build a car through a robot. Он может построить машину через But there робота, are some of them are doing various factories in Japan and как Germany. некоторые из них here. делают на разных заводах в Японии и Германии, здесь. And so the computer can be programmed, И поэтому компьютер может быть запрограммирован, as we are programmed, как и мы to be запрограммированы. Christians, to be Hindus, to Быть be христианами, Americans. быть индуистами, specialists. быть американцами, быть We are специалистами. Мы Our запрограммированы. brain functions on program, Наш мозг функционирует по программе, which is memory. что есть память. And the computer can do all this. И компьютер может делать все Extraordinary это с rapidity. необычайной скоростью. The IBM lately discovered IBM that chip, недавно открыла новый million чип. memories in that one little chip. Миллион памятей в этом маленьком чипе. It can calculate, Он может считать, can add, он может складывать, extraordinary things. он может делать необычайные вещи. Компьютер. So what's going to happen to the brain of human beings? Итак, что будет с мозгом человека? You understand my Вы question? понимаете мой вопрос? Our brains have been active Наш мозг был активным in adding and subtracting, в складывании и вычитании, in a shop, в магазине, in a в supermarket. супермаркете. You have to add, work, Вы должны use your прибавлять, brain to работать, add. But when you press a button, использовать свой мозг для and the computer прибавления. does all the adding, you don't think Но of когда all. вы нажимаете на кнопку, и компьютер делает So все what's going to сложение, happen to то the вы не думаете brain вообще. Итак, that что is будет с becoming мозгом, more and more когда он становится более и or более, less and less или active, менее и менее активным? which is becoming less and more mechanical, Мозг limited, становится более и более when the механическим, computer can do ограниченным, almost everything. когда компьютер может делать почти все. Either it degenerates Мозг very либо rapidly, as it's дегенерирует taking place очень now, быстро, как это of имеет which место most of us сейчас, are totally unaware, о чем многие из нас абсолютно не подозревают, or be everlastingly be entertained, или мозг вечно развлекается. which the entertainment industry is immensely strong. Увеселительная индустрия чрезвычайно сильна. The entertainment industry is not only the cinema, the Увеселительная magazines индустрия and all that, это не только but кино, also the журналы religious и все entertainment. такое, но также религиозное развлечение. Upset about it. Не огорчайтесь этим. It's Это also также part часть, of entertainment, это также часть развлечения, because it's nothing to do with our daily living. потому что это не имеет ничего общего с нашей So the повседневной жизнью. computer may produce, may bring about a Таким образом, withering state of the компьютер brain, может произвести and so
принести увядание мозга. Увеселительная индустрия берет верх, что происходит сейчас. Пожалуйста, ради Бога, поймите это. Или у вас есть целое пространство психики для того, чтобы исследовать и жить иначе. Эти две возможности открыты для вас. Но неизбежно человек, будучи тем, кто он есть, выберет развлечение. Итак, мы должны вернуться и выяснить, что такое корень страха. Мы сказали время. Время — самая необычайно сложная вещь. Мы живем временем. Мы должны идти на обед в определенное время. И время содержится в настоящем. Будущее, прошлое, целое движение времени есть сейчас. Если вы посмотрите на это, потому что завтра это то, что вы есть сейчас. Если вы сердитесь, ненавидите, жестоки сейчас, то завтра вы будете точно такие же. Возможно, только с незначительными изменениями. Итак, будущее — это настоящее. Пожалуйста, увидите правду этого. Факт, мой друг. Таким образом, если вы радикально, фундаментально не произведете полную психологическую революцию в себе, завтра вы будете таким же. Поэтому время — враг человека. Пожалуйста, увидьте это. Поэтому время — фактор страха. У меня есть работа, но я боюсь потерять ее. Моя жена может убежать, оставить меня одного. Ревность и все остальное следует. Поэтому время есть основной корень, причина страха. И время также это мысль. Оба есть движения. Как психологически, так и во внешнем плане. Итак, время, мысль, корень страха. Это факт. Потом мой друг спрашивает, как ради Бога я могу остановить время, мышление? Как я могу? Ведь я должен идти в контору. Время необходимо для этого. Но время — это другое время, внутреннее, психологическое. Когда вы используете время для становления, чтобы быть, это время есть враг. Потому что завтра есть то, что вы есть сейчас. Поэтому, если вы не изменитесь сейчас полностью, то завтра для вас враг. Итак, страх, о котором вы хорошо осведомлены. Каждое живое существо на этой земле знает страх. Бедствие этого, печаль этого и жестокость страха. Это то, что происходит. Жестокость идеологии. Русская идеология и демократическая идеология.
Да, господа, взгляните на это внимательно. Таким образом, время, мысль, корень страха. Как я, мой друг спрашивает, остановлю это движение времени и мысли? Рассказчик говорит затем, это неправильный вопрос. Когда вы задаете неправильный вопрос, на него нет ответа. Задайте правильный вопрос. Значит, видите ли вы факт? Действительность времени и мысли. Не как идеи, но как факта. То, что кто вы есть, тем вы и будете. Тогда, если вы видите факт, а не факт через идею, вы поняли? Наш мозг сначала улавливает идею, а затем обращает идею в факт. Слово «идея» в греческом и в других языках имеет несколько значений. Но идея значит наблюдать. Не от наблюдения прийти к выводу. Просто наблюдать. Когда вы так глубоко наблюдаете, со страстной интенсивностью, это дает вам внимание ко времени и мысли, и тогда нет страха вообще. Мой друг говорит, в тот момент, когда вы выражаете это, я понимаю. Ваша интенсивность помогает мне. Но не попадайте в зависимость от нее. Выясните, если у вас есть эта энергия, способность, интенсивность дойти до самого конца, до конца путешествия в страх, что значит, вы должны поддерживать все время ту же интенсивность, не ослаблять ни на мгновение. Двигайтесь с той же интенсивностью, в том же движении, до тех пор, пока вы не дойдете до самого конца. Но большинство из нас тратят энергию на болтовню, бесконечно болтая, сплетни, критика, злословие. И также мы тратим энергию на конфликты, на вечные ссоры с друг другом. Мы тратим нашу энергию, стараясь стать кем-то. Нет становления вообще. Есть только то, что есть. И прекращение того, что есть. Тогда вы обладаете невиданной энергией. Не творить больше зла, а жить ежедневно с великой любовью, состраданием и разумом. Я остановлюсь сегодня. И мы будем продолжать в субботу и воскресенье, следующую субботу и воскресенье. Но вторник и среду, я надеюсь,
У нас будут вопросы. Некоторые люди уже прислали. И рассказчик ответит на них. Не ответит. Мы собираемся исследовать эти вопросы вместе. Вы позволите мне встать?